Всех приветствую на моем канале. Сегодня я хочу с вами опять повязать шапочку. Кстати, она вязана не спицами, как может показаться на первый взгляд. Это узор крючком. Он имитирует резинку 2 на 2. Кстати, мастер-класс по такому узору уже есть на моем канале. Я вам добавлю ссылочку в описании под видео. И вот сюда вот сейчас, в верхний правый угол экрана, у вас всплывет там ссылочка. Что интересного в этой шапочке? Это макушка. Шапочка подойдет именно для вязания начинающим, потому что макушка здесь выполняется очень просто. Здесь нету никаких убавок, никаких коротких рядов. Макушка сшивается определенным образом. Я, кстати, вам в прошлом видео, когда мы вязали шапочку детскую, тоже показывала, как выполнить макушку на спицах без убавок, которая тоже будет выглядеть очень красиво, как будто это фабричная макушка. Можете посмотреть, я вам тоже ссылку на видео добавлю в описании. И сюда в верхний правый угол можете посмотреть. Смотрите, что у нас с макушкой, как она выполняется. Макушка сшивается вот такой вот ромашкой. Лепестки у этой ромашки сшиты. Я сшивала крючком, соединительными столбиками. Вы можете сшить и иголкой. И, в общем, как вам будет угодно. И получается очень красивая, аккуратная макушка по лицевой стороне. Все очень здорово смотрится, аккуратно собранные, аккуратные складочки. Все красиво и здорово. И при этом не нужны никакие дополнительные расчеты, как я уже сказала, укороченные ряды и тому подобное. Узор это поперечным вяжется, то есть полоски выполняются такие очень легко. Я решила сделать такой переход цветов от белого к серому с небольшими полосочками. В поперечном вязании это очень просто делается. Отворот у шапочки 10 сантиметров. И очень приятно, что расход на такую шапочку меньше 100 грамм. Я использовала очень интересную пряжу, она мне очень понравилась. Эта пряжа спортивная, от Пехорки. Это очень высокообъемный акрил, очень мягкий, и он пушистый. То есть, допустим, если у вас есть какое-то раздражение от шапочек, что чешется лоб, то вот эта пряжа будет для вас выходом. Она объемная и пушистая, поэтому очень хорошо держит тепло. Она не продувается за счет плотного узора и за счет того, что на пряже много-много всяких ворсинок. Вот здесь вот серый цвет, это меланжевый, он с небольшими такими черными ворсиночками, вот, наверное, видно на руках. Ну и белая пряжа, она с белыми такими достаточно длинными ворсинками. Очень мягкая, удобная пряжа, у ней хороший метраж в моточке, и вязала я все крючком. 4,5 миллиметра, то есть достаточно большим крючком. Шапочка вяжется быстро и просто. Вообще для вязания такой шапочки вам нужно будет набрать цепочку. Эта длина цепочки будет равна высоте шапки. Высоту шапки мы рассчитываем очень просто. То есть мы берем сантиметр и измеряем от одной мочки уха до второй мочки уха, вот так, через макушку головы. Вот это расстояние, и делим его пополам. Все, получаем высоту шапки. Если хотите биня, то нужно добавлять. Вот я на эту шапку добавляла еще 5 сантиметров. Всегда 4 сантиметра мы оставляем вот на закрытие вот этой макушки, которая соберет нашу шапку, и она съест какую-то высоту. То есть всегда высоту шапочки рассчитали и добавили еще 4 сантиметра на макушку. Ну и отворот 10 сантиметров. И все, и мы вяжем поперечными рядами на необходимый объем шапочки. Я еще делала небольшой переход между узорами. Чтобы резинка, вот этот отворот у шапочки был более плотный, чтобы он меньше растягивался, я добавляла небольшой узор. Точнее, я меняла узор. Вот видите, вот здесь вот расстояние между вот этими дорожками из косичек у меня связано полустолбиком с накидом. На отвороте я вязала соединительный столбик с накидом, поэтому, видите, расстояние между вот этими вот косичками, оно чуть меньше. И резинка получается более упругая такая и лучше держит форму. И к макушке я убавления не делала, а также за место вот этих вот полустолбиков я переходила просто на соединительные столбики
И тем самым у меня сама по себе макушка получалась чуть уже, чем вот это вот основное полотно. Ну и затем, конечно, очень просто я ее закрыла, сшив вот такой вот, как я уже показывала, интересной ромашкой. Шапочку я эту вязала на размер головы 56 сантиметров. Но учитывайте, когда будем вязать, что узор нужно измерять в небольшом растяжении, потому что все-таки шапочка должна плотно сидеть на голове. То есть не вяжите всю длину полотна, равную обхвата головы. Уменьшайте, чтобы шапочка чуть-чуть растягивалась, но не сильно. Не до такой степени, чтобы у нас на лбу отпечатывался узор нашей шапки. Давайте приступим. Я набрала воздушную цепочку. Ее длина равна высоте шапки. В моем случае это 41 сантиметр. Я отметила отрезки. Вот это отрезок 10 сантиметров будет отворот у шапочки. Макушку шапочки будем формировать на 4 сантиметрах. И средняя часть это сама высота шапки. Я брала половину расстояния, которую мы замеряли от мочки до мочки уха, плюс еще 5 сантиметров. То есть у меня в общей сложности вот это расстояние 27 сантиметров. Это будет не глубокая шапка бини. Если вы хотите более глубже, то вот эту основную часть делайте более длинной. Отметили все маркерами. В петлях у меня получилось вот это вот расстояние 21 петля. Основная часть 56 петель и макушка 8 петель. Крючок я использую 4,5 мм. Делаем еще одну воздушную петлю для подъема. Накид на крючок и начиная со второй от крючка петли и вяжу соединительную петлю с накидом. Весь отворот провязываем соединительной петлей с накидом. Мне уже осталось провязать последний соединительный столбик с накидом в петлю, которая отмечена маркером. Переношу маркер. Перехожу к вязанию основной части шапочки. И ее буду вязать полустолбиком с накидом. Выполнила накид на крючок. Ввожу крючок в петлю. Вытаскиваю рабочую нить. И провязываю все 3 петли на крючке за один раз. И таким образом вяжем всю основную часть шапочки. Смотрите, до маркера мне осталось 2 петельки провязать. И я их провяжу опять же соединительным столбиком с накидом. И в петлю, которую отмечена маркером, также вяжу соединительный столбик с накидом. И переношу маркер. И довязываю шапочку уже до макушки просто соединительными столбиками. Я довязала до конца цепочки соединительными столбиками, выполняю воздушную петлю. Разворачиваю вязание изнаночной стороной к себе и начиная со второй от крючка петли вяжу макушку шапки также соединительными столбиками, подхватывая за заднюю стенку петельку. Я провязала макушку соединительными столбиками, перехожу к основной части, убираю пока маркер и вяжу ее также соединительными столбиками. В этом ряду мы все части нашей шапочки провяжем просто соединительными столбиками. Таким образом вяжем весь ряд до конца соединительными столбиками за заднюю стенку петли. Я уже довязываю ряд до конца, вяжу соединительную петлю в последний столбик, воздушные петли подъема. Мы столбики вязать не будем.
воздушная петля. И опять же, начиная со второй от крючка петли, вяжем весь ряд соединительными столбиками за заднюю стенку петли. Довязываю ряд до конца. Опять же, вяжу в последний столбик соединительную петлю. Воздушные петли ничего не вяжем. Воздушная петелька, и со второй от крючка петли вяжем ряд соединительными столбиками полностью до конца. Довязываю последнюю соединительную петельку за заднюю стенку. Воздушные петли ничего не вяжем. Воздушная петля подъема. Разворачиваем вязание и начинаем повторять первый ряд. То есть отворот шапочки у нас вяжется соединительными столбиками с накидом. Основная часть полустолбиком с накидом. Не забываем, что 3 последние петли основной части мы вяжем соединительной петлей с накидом. И макушку всегда вяжем только соединительными столбиками. То есть начинаем повторять наш узор с первого ряда. Все петли вяжем только за заднюю стенку петли. Я начала со второй от крючка петельки. В воздушные петли мы столбики не вяжем. Воздушные петли у нас в расчете не участвуют. Вяжем таким образом половинку шапочки. Я уже провязала половину шапочки. В нерастянутом виде она 22 сантиметра. И если мы ее потянем, она как раз растянется на нужный мне размер на 28 сантиметров. Теперь мы будем выполнять переход на нить другого цвета. У меня это будет белая нить. Обратите внимание, на чем я закончила вязание. Я связала ряд из полустолбиков и 2 ряда из соединительных столбиков. И сейчас буду вязать нитью белого цвета. Начинаю присоединять нить именно по низу шапочки. Я продернула белую нить в серую петельку, тяну за серую нить, затягиваю. И кончик, остаток белой нити продергиваю в эту петельку. И теперь вяжу 2 ряда соединительными столбиками. Я довязываю второй ряд белым цветом. Мне осталось связать последний столбик. Ввожу крючок за заднюю стенку и провязываю его нитями обоих цветов. Разворачиваю вязание. Серую нить продеваю сквозь белую. И белый хвостик могу подтянуть. И сейчас вяжем 2 ряда нитью серого цвета. 1 воздушная, и приступаем к вязанию. Я выполнила 2 ряда серым цветом. Вяжу последний столбик и его опять же провяжу нитями обоих цветов. Дальше свяжем 4 ряда нитью белого цвета. Обязательно последний столбик по низу шапочки будем вязать сразу 2 нитями. Я провязала 4 ряда белой нитью. Последние петли по краю шапочки я вяжу двойной нитью. У меня серая ниточка аккуратно подтянулась. И сейчас я свяжу 2 ряда серым цветом. Серую петельку протяну сквозь белую. Белую подтяну, разворачиваю вязание и выполняю
2 ряда с серой нитью, а затем перейду полностью на белый цвет и буду вязать уже шапочку до конца нитью белого цвета. Я довязала вторую половинку шапочки. И если смотреть от центральной дорожки, там, где мы ввели белую нить, у меня в одну сторону 13 дорожек. И в другую сторону также 13 дорожек. Макушка у нас более стянутая, за счет того, что мы вязали ее только соединительными столбиками. И резинка, которая идет по низу шапочки, она также более такая стянутая, благодаря чему шапочка будет точно удобно сидеть на голове и не будет слетать. Обратите внимание, закончила вязание я 3 рядами соединительных столбиков. Начинали мы с полустолбиков, то есть закончили соединительными. И рабочая нить у меня сейчас находится по низу шапочки. Теперь мы выполним боковой шов. Складываем шапочку лицевой стороной вовнутрь. Выполняем воздушную петельку. Подхватываю на серой части шапочки остаток от воздушной петельки, это 2 ниточки. И затягиваю петлю в серую часть шапочки. Опять же подхватываю остаток от воздушной цепочки 2 ниточки. И по белой части шапочки я подхватываю заднюю стенку петли. И опять же на серой части остаток от воздушной цепочки, на белой части заднюю стенку петли. И выполняю соединительные столбики. Я выполнила шов, он выглядит очень аккуратным, незаметным. И с изнаночной стороны тоже смотрится довольно-таки аккуратно, то есть на отвороте не выглядит он таким рубчиком, а в такт резиночки смотрится очень красиво и аккуратно. Теперь мы будем выполнять нашу макушку. Рабочую нить не обрезаем. Этой нитью и будем выполнять нашу макушку. Я вывернула шапочку на изнаночную сторону. Складываем ее. Таким образом, вот он шов. Берем крючок. Я взяла 3,5 мм, более маленький крючок, им будет работать удобнее. И соединяем с противоположной стороной при помощи соединительной петли. То есть прям вводим в противоположную сторону. И вот у нас произошло соединение. Дальше, посмотрите, из каждой теперь половинки нашей макушки мы должны будем выполнить 3 таких вот одинаковых складочки. Вот таким образом выполнили 3 складочки. И также вот с этим вот сгибом мы должны соединиться и вот с этим. То же самое при помощи соединительной петли. Вот что получилось. Мы вот таким образом собрали макушку. Сейчас в точности также здесь выполняем 3 складочки и собираем. Я собрала вторую половинку шапочки. Посмотрите, у нас получилась ромашка. И теперь вот эти все лепестки ромашки нужно зашить. Можно это сделать ниткой с иголкой, можно соединительными столбиками. Как удобнее. То есть все вот эти лепестки мы должны сшить, чтобы никаких отверстий вот здесь вот не было. Вот я сшила 1 лепесток, и нужно сшить все остальные точно так же. Все, я зашила все лепесточки нашей ромашки. Осталось спрятать только хвостики, и наша макушка готова. По лицевой стороне она выглядит очень аккуратно и красиво. Осталось нам спрятать только хвостики, и наша шапочка готова. Если вам понравилась такая шапочка, то не забывайте поставить лайк.
Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. У меня на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.